Добрый день! Сегодня будем делать булочки синнабон. Я думаю, многие знают, что такое синнабон. Это такие вкусные рулетики с коричневой начинкой и со вкусным сливочным соусом, сливочно-сырным соусом. Для того, чтобы сделать синнабон, я заранее освежила свою закваску 50% влажности. У меня Левита Мадре уже давно живет, и я ее заранее накормила в стандартных пропорциях, и она у меня подходила 12 часов. И сейчас на основе этой закваски освеженной я сделаю опару. Опара здесь не классическая стандартная хлебная, а совсем другая опара. Поэтому берем для этой опары закваску освеженную, берем воду, сахар, молоко и муку. Закваски мне понадобится 100 граммов. К 100 граммам закваски я добавлю холодной воды 150 грамм. Добавляю 80 граммов холодного молока из холодильника, 20 граммов сахара и 360 граммов муки высшего сорта пшеничной. Это все ингредиенты, и теперь опару нужно перемешать до однородности. Она будет достаточно густой, потому что муки у нас гораздо больше, чем жидкости. Все, я замесила опару, она густая, плотная. И сейчас я оставлю ее бродить при комнатной температуре до утра. Сейчас вечер, то есть бродить она у меня будет порядка 12 часов. И через 12 часов я буду делать тесто. Здесь вот такая долгая опара, она будет долго созревать. Оставляем на 12 часов. Опара на синнабоны подошла. Показываю вам опару. Сейчас резкость чуть-чуть улучшу. Она должна быть вся в дырочку. Она должна быть очень-очень рыхлая. И вся пронизана пузырями. Она у меня подошла примерно раза, наверное, в 3. Это нормально. Как раз раза в 3-4 она должна подниматься. И поскольку объем теста довольно большой, ингредиентов много, я буду сейчас смешивать в тестомесе. Отправлю все в дежу. Сейчас подвину камеру, чтобы вам видно было, и будем постепенно замешивать тесто. Я переложила опару в дежу тестомеса. Сюда я добавляю 30 граммов сухого молока. Если оно у вас в комочках, разбейте руками, расшевелите вот так комочки. Вбиваю 5 яиц. Если у вас яйца мелкие, можно добавить 6. У меня яйца довольно крупные, я беру 5 яиц. И я добавила 600 граммов муки. У меня мука высшего сорта, самая обычная, которая есть в любом магазине, с белком 10,3. И сейчас я отправляю в тестомес и начинаю замес. Начинаю замес на самой низкой скорости. Продолжаем замес до гладкости теста, чтобы у нас тесто все собралось в один ком. Вы видите, что оно уже собирается. И необходимо, чтобы у теста хорошо развилась клейковина до того, как мы начнем вводить сдобные ингредиенты, до того, как мы начнем вводить сахар и масло. Примерно замес длится минут 5. Ну вот сейчас у меня уже все кружится на крюке. Если вы замешиваете руками, то замешиваем до хорошо развитой клейковины. Как видите, тесто у меня хорошо собралось. И сейчас я добавляю сахар. Сахара 220 граммов. Я отмерила и по чуть-чуть, понемножечку ввожу сахар. Сахар заставляет тесто становиться жиже, поэтому мы вводим его очень аккуратно и замешиваем одновременно.
Буду сыпать с другой стороны. То есть прям посыпали несколько граммов и замешиваем. Еще посыпали несколько граммов и замешиваем дальше. Тяжело ему справляться, но он выдержит. Сахар сейчас сделает тесто жиже, но несмотря на это, нам нужно добиться гладкой консистенции вместе с сахаром. Никогда не сыпем весь сахар сразу и соблюдаем порядок добавления ингредиентов. Ваниль, пакетик ванили смешиваем с сахаром и вместе с сахаром вводим в тесто. Замес теста до гладкости. Я продолжаю замес и продолжаю добавлять масло по небольшому кусочку. Смотрите в описании количество ингредиентов. Всего масла у нас уйдет около 300 граммов. Сразу все масло не добавляем, даем возможность тесту его впитать в себя. И вот так по маленькому кусочку добавляем все 300 граммов масла. Если вы месите руками, мы поступаем точно таким же образом. В процессе замеса тесто будет становиться чуть-чуть жиже, спускаться с крюка вниз, либо растекаться у вас в руках по столу, если вы месите руками. Но буквально несколько минут, и оно собирается. Как только вы видите, что оно становится крепче, добавляем следующий кусочек масла. И таким образом все 300 граммов масла должны у нас войти. В самом конце, когда у нас уже добавлено все масло и продолжается замес, мы добавляем соль. Соль всегда добавляется в самом конце замеса. При замесе обязательно следите, чтобы у вас не перегревалось тесто. Вы можете останавливать и пробовать термощупом, либо просто наблюдать за его поведением. Оно у меня хорошо собирается, эластичное, и я вижу, что оно пока не перегревается. Общее время замеса у сдобы обычно от 30 минут. Очень много сдобных ингредиентов, которые стремятся разрушить нашу клейковину, поэтому степень развития клейковины должна быть высокой. Видите, сейчас у меня тесто забрало все масло, и оно практически все отлипает от стенок. Сейчас я добавляю соль. Соли у меня 7 граммов. Я заранее взвесила и сейчас всыпала всю соль сразу. И продолжаю замес до гладкости, до однородности. Сейчас соль войдет, и тесто должно собраться. Вы видите, наверное, видите, что дежа остается практически чистой. Тесто полностью отходит от стенок и от дна. И сейчас надо приготовить миску, в которой будет проходить брожение. Такое прекрасное тесто у меня получилось. Я беру большую пластиковую миску и перекладываю тесто. Великолепное получилось, просто чудо. Еще раз повторюсь, у нас должно быть хорошо развитое глютеновое окно. Взяла маловато, можно побольше взять. Не хочется его рвать, но в принципе хорошее. Я думаю, что оно сейчас у меня немного тепловатое. Я его отправлю в холодильник минут на 40. И потом выну и продолжу брожение в комнатной температуре. Общее время брожения составит 3 часа. И я сделаю одно складывание в середине, то есть через 1,5 часа. Сейчас ставлю минут на 30-40 в холодильник, потом вынимаю и через час делаю складывание. Тесто на синнабоне простояло у меня около 40 минут в холодильнике. Я чувствую, что оно подостыло, и сейчас я накрою его крышкой и оставлю бродить при комнатной температуре еще час. Самое главное, тесто нельзя перегревать. 22-24 это максимум, лучше не перегревать. У меня сейчас 24, оставляю в комнате бродить еще на час. Тесто на синнабоне пробродило у меня 1,5 часа. Сейчас мне нужно его сложить. Я вижу, что уже появились пузырьки, оно разрыхленное.
хорошо бродит. Складываю с одной стороны, подтягиваю снизу, складываю с другой стороны. Стараемся тесто не травмировать. Складываем очень аккуратно. Я оставляю тесто бродить еще 1,5 часа. Признаком выброженности будет большое количество пузырей на поверхности, то есть вся поверхность должна быть бугристой. 1,5 часа – это рекомендация. На брожение может понадобиться больше времени. Наблюдайте за состоянием теста. У него должна быть поверхность покрыта пузырьками. Это будет показатель того, что тесто выброжено. Оставляю на 1,5 часа. Тесто на синнабоне пробродило еще 1,5 часа. Я вижу, что появляются у меня пузыри, но, на мой взгляд, такая степень выброженности пока недостаточная. И я оставляю его еще на час и поставлю в чуть более теплое место. Сейчас я сделаю начинку для синнабонов. Я беру сливочное масло, оно у меня размягченное. Я беру корицу, порошок. И мне потребуется 100 граммов порошка корицы. У меня как раз здесь взвешено. И сюда же я добавлю сахар. Сахара 150 граммов. Теперь нужно аккуратно растереть эту массу. Я растерла массу для начинки. Довела ее до однородного состояния. Старайтесь сделать так, чтобы не осталось белых кусочков масла, чтобы вся масса была коричневой и однородной. Так, я чуть подвинула штатив, чтобы было видно. Я раскатала в пласт толщиной 3 мм. Беру начинку. Я распределила начинку. Обратите внимание, что я намазала края, кроме одного. Здесь мы будем залеплять. И начинаю сворачивать рулет. Сворачиваю абсолютно свободно, не затягивая, просто как вот он сам сворачивается. И залепляю край. Теперь надо взять линейку, взять шпатель и посмотреть на размер получившегося. Можно его чуть-чуть поджать, чтобы он не был тонкий по краям. Лучше делать размер кратно 5 сантиметров. Вот у меня 25. И я отмечаю по 5 сантиметров. Просто намечаю. И вот так. После этого я беру зубную нить, убираю линейку, продеваю под рулет зубную нить, довожу до той линии, на которой есть отметка, и вот так соединяю. И у нас получается вот такой прекрасный синнабон. Беру противень и укладываю сразу синнабоны на противень. Укладываю на расстоянии около 2 сантиметров друг от друга. Сейчас я все отрежу и все уложу на противень. Все то же самое делаю с остатками теста. И раскладываю на противне и оставляю подходить. Либо мы накрываем их пленкой, либо мы убираем их в духовку с баночкой или мисочкой кипятка, чтобы не заветривалась поверхность. То есть мы ставим в духовку и ставим миску с кипятком и оставляем на расстойку около часа. Смотрим, когда вырастут, тогда отправляем в печь. Мои синнабоны прошли расстойку. Я сначала поставила на час, потом поняла, что недостаточно. И поставила еще на час, то есть итого они у меня растаивались 2 часа. Сейчас я включила духовку на быстрый нагрев на 180 градусов. И я буду печь их на режиме конвекции в течение примерно 35 минут. Буду смотреть по колеровке. Как только я увижу, что они золотистые и красивые, значит, пора вынимать. А пока они пекутся и пока духовка греется, я сделаю соус.
Так, я поставила синнабоны выпекаться, поставила таймер на 30 минут, и пока я сделаю сливочный соус для них. Для соуса мне понадобится сахарная пудра, сливочное масло, сливочный сыр и ваниль. Я взяла 250 граммов сахарной пудры, это как раз вот эта вся пачка. Добавляю сюда ваниль, перемешиваю. Так, сюда же добавляю сливочное масло. Его мне понадобится граммов 100-120. И сливочный сыр. Сливочного сыра. Сейчас я посмотрю, сколько у меня тут грамм. 150 грамм. Ну, вот, наверное, обе эти пачки я и добавлю. Так, и теперь эту массу нужно перемешать. Взбивать ее не нужно, достаточно просто перемешать. Аккуратно до однородного состояния. В итоге мы получаем вот такую массу средней густоты. Сейчас я еще домешаю, чтобы не было комочков. Масло разобьется. И взбивать ее не нужно, нужно просто размешать. И сейчас нам осталось дождаться, когда испекутся синнабоны. После этого будем наносить соус. Синнабоны у меня испеклись. И все-таки серединки у некоторых вылезли. Это значит, что я плотновато закрутила их в рулет. Крутите не плотно. И сейчас необходимо сверху выложить соус. Можно делать это кисточкой, лопаточкой. Соус мы наносим, пока они горячие, чтобы он растаял и впитался. То есть нам не нужно, чтобы он лежал вот так вот сверху. Нужно, чтобы он растаял и впитался. Обмазываем, по бокам тоже обмазываем. Оставляю остывать, а потом будем наслаждаться. Ну а сейчас я разрежу и посмотрю, что же у меня в итоге получилось. Смотрите, какая красота. Очень красивый срез. Очень интересное тесто. Пышное, прямо видно, как оно подходило. Поры, разрыхленность очень хорошая. Не скрою, я уже попробовала другую булочку. Они очень вкусные. Всем рекомендую. Конечно, каждый день такое печь не будешь, но это того стоит. Пеките с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал, и мы испечем еще много всего интересного. А самое любимое занятие, сейчас я вам покажу. Самое классное — это разбирать это тесто на волокна. Смотрите, какое оно потрясающее. Прелесть.